Словно могучий крейсер в океане, застыла среди крутых, как штормовые волны, гор иудейской пустыни легендарная Массада. Здесь, в глубине жарких песков, возле берегов безжизненного Мертвого моря, Ирод Великий строит свою самую мощную твердыню. Вынужденный бежать от осаждавших Иерусалим парфян, Ирод, прихватив свою семью и несколько десятков солдат, отправляется на юг. Здесь, на Массаде, где располагался небольшой укрепленный пункт, построенный еще его предшественниками, Ирод оставляет семью, телохранителей, а сам отправляется в Египет, а оттуда в Рим. Вернувшись с победоносными римскими легионами, он возвращает власть над страной. Но напуганный размахом восстания и вторжения врагов, Ирод снова вспоминает о Массаде. И, вернувшись сюда через некоторое время, именно здесь Ирод решает построить свое убежище. На всякий случай. Ирод строит свою крепость на вершине одинокой скалы, по крутым склонам которой можно подняться по единственной петляющей тропе, получившей название «Змеиная». По этой тропе одновременно может пройти не более чем 1-2 человека, и поэтому крепость реально считается неприступной. Крепость была оснащена всем необходимым для жизни в пустыне. Огромные склады с продовольствием, оружием, многочисленные колумбарии, где живут голуби, как источник свежего мяса, подземные цистерны с водой и величественные дворцы. И все это защищали массивные стены и высокие башни. По периметру крепости шли мощные казематные стены. Их протяженность была более 1400 метров. Между двумя линиями каменных заграждений находились помещения, в которых располагались склады с припасами, с вооружением. А во время восстания евреев против римлян там укрывались те, кто нашли свое убежище на горе Массада. Главная проблема в пустыне – запасы воды. И предусмотрительный Ирод решает ее, наученный личным горьким опытом. Оставив свою мать и жену на горе Массада, Ирод исчезает почти на целый год. Им приходится выдержать длительную осаду, и они чуть было не умирают от жажды. После этого у Ирода появляется навязчивая идея, и во всех своих крепостях, замках он создает огромнейшие резервуары для накопления воды. Не исключением стала и Массада. Местные резервуары могли вместить в себя до 40 тысяч тонн живительной влаги. Огромные запасы воды в отстроенной крепости позволяют Ироду и его приближенным не отказывать себе в самых утонченных удовольствиях, даже здесь, в сердце пустыни. Прожив долгое время в Риме, Ирод становится яростным поклонником римской культуры. И даже здесь, посреди жаркой пустыни, Ирод строит самую настоящую римскую баню, которая включала в себя и гимнастический зал, и прохладные душевые, и массажный кабинет, и даже настоящую парилку. Здесь, посреди пустыни, парилка. Римские бани представляли собой настоящий оздоровительный комплекс того времени. И чем он отличался от нынешних? Ну, наверное, только росписями на стенах. Настоящим украшением крепости стал трехъярусный замок царя. Легкий, воздушный, он словно парил над глубоким ущельем. Даже сегодня его руины вызывают восхищение смелым решением гениальных римских архитекторов и тщательностью отделки помещений. Здесь, на северном склоне горы, Ирод и построил свой замок, состоявший из 3 ярусов, из 3 этажей. Это был один из его любимых залов с балконом, где царь мог встречать утренний рассвет и солнце, сходившее там, на востоке. Нижняя часть Северного дворца на горе Массада, можно сказать, личный кабинет, офис царя Ирода, где он проводил свое рабочее время. И, конечно же, для его украшения Ирод не пожалел ни средств, ни денег. С другой стороны, колонны, которые выглядят как мраморные, на самом деле покрыты особой штукатуркой, которая называется стука, и создают вид драгоценного мрамора. Ну, видимо, иногда лучше казаться, чем быть, решил для себя царь Ирод. Словно памятник неуемному характеру самого зловещего иудейского царя возвышается Массада здесь, посреди мертвой пустыни. И, кажется, даже дух Ирода витает над этими горами.
Ирод! И только эхо доносит до нас его имя. История Массады не заканчивается со смертью царя Ирода. Самой трагической и героической страницей истории древней Иудеи становится защита крепости повстанцами против непобедимых войск Римской империи. Об этом наш следующий рассказ.